канале Ассортимент. Сегодня наконец-то мы купили тверскую кормушку, вернее назовем ее киевская, потому что делают ее, производят в Киеве один производитель, это мужчина. Спасибо ему, очень хорошее качество, и сегодня мы ее затестим. Наконец это случилось. Посмотрим, что у нас получится. Ребята, берем кусочек сала и нарезаем маленькими кусочками. Я это делаю примерно вот так. Раз. И теперь на мелкие кубики. Можно делать чуть длиннее, чуть короче, но не крупные. Хотя можете чуть-чуть немножко крупных сделать. Я, например, сделал. Можете посмотреть. Теперь берем чеснок и натираем. Или можно выжать его и добавляем наше сало. Теперь ставим в холодильник, и завтра наше сало будет готово. Берем пенопласт мелкий, высыпаем в баночку, натираем чеснока, добавляем в банку. Закрываем крышкой. Все, пусть настаивается. Вот. Еще мы заказали новые кормушки. Называется тверская кормушка. Это ручная работа. Мы нашли, человек делает кормушечки. Заказали 50 грамм для нашего любимого места на причале рыбалка. Вот так вот она выглядит. Груз на дне находится. Ну и вот здесь вот сверху тоже это грузик. Вот так. Сергею очень понравилось. Будем заказывать еще. В общем, следующая рыбалка, точнее вот эта, на которой мы пойдем, будет на вот эти кормушки. Так как мы любители отрывать снасти, решили заказать 5 штук, попробовать. Будем пробовать. Вот такие снасти. Берем лепесточек, вернее наш сегодняшний монтаж, продеваем обязательно через верх вот, согнутого. Потому что мы часто зацепаем, отрываем, из-за этого было принято решение использовать лепесточек. Тверская кормушка, она на самом деле на киевская, сделана в Киеве. Сегодня будем пробовать на нее рыбачить. У нас сегодня все получится. Так, дальше. Дальше нам нужна бусинка. Кстати, клюют карпа. Мы пришли, нам уже рассказали, что клюнул один карп на 3 килограмма. Были поклевки, что не вытягивали, так что сегодня есть хороший шанс поймать крупную рыбу. Погода сегодня супер, ветер до 3 метров в секунду, то есть слабенький. Целый день солнца, жара, ну, то есть отлично все. Ребята, дальше я вяжу заранее снасти, вот так вот они у меня выглядят. Очень удобно, пришел, привязал и все. В принципе, если клюет карп, уже на фидерная оснастка, я думаю, смысла нет рыбачить, ловить мелочь. А ну вверх возьми так одной рукой. Помоги мне. Так, раз, 2, 3, 4, 5. Вот так. Бросай. Леску обязательно мочим. У нас так леска не в дугу. Просто шнур не успели купить. Отлично. И контрольный узелочек обязательно. Раз, два. Раз. Все, есть. Дальше чуть-чуть оставляем, обрезаем. Оп, вот так вот. И закрываем этот узел бусинкой. Оп. Смотрите, как получается. Так. Ребята, монтаж звездочка. Вот так вот. Спасибо подписчику, который нам за место колец посоветовал шайбу, и мы их все-таки нашли. Сплошное кольцо. Я думаю, оно уже отрываться не будет, разгинаться. Класс. Спасибо. Так вот. Вот такой монтаж. Ну что, приступим к насадкам. Рыбачить мы сегодня будем на пенопласт с салом и, конечно, на пуфике, на который мы в прошлый раз поймали карпа.
Так, каши мы уже приготовили, ребята. Здесь основное пшено, плюс сухари, плюс 4 вида прикормки. Это карп, гейзер, конечно же, карась и все сладкое. Карась, а еще этот криль. Вот эти все виды прикормки сегодня мы будем пробовать на них ловить. Я думаю, у нас все получится. Ну что, приступим. Так, давай насадки, ребят. Это у нас сало, мелкие кусочки, пуфики крупные. Все-таки ловить будем мы карпа. И тоже пенопласт с чесноком. Хотя у нас есть и простой пенопласт, но будем пробовать с чесноком. В принципе, вот это все, на что мы будем сегодня ловить. Хорошая каша у нас получилась. Пенопласт. Ух, хорошо у нас. Вкусно пахнет. Да, пахнет классно. Но если я чеснока напулил, дай бог. Вот они как раз 2 шарика. Раз. Пенопласт твердый, классный, ребята. Начали делать. Очень. И теперь мелкие кусочки сала. Вот такие примерно. Один я еще, один покрупнее, один поставлю еще мельче. Какой-то оно такой у нас раз на жаре. Отлично как раз. О, такая насадка. Еще такой. Попробуем. Ребята, вот так вот. Смотрите. Листок потянем. Так, ну что, первую закидываем. Что, первая пошла? Тавочки мы взяли такие, самые дешевые. Других мы не нашли. Да. Выбора не было. Ну ничего. Отлично. Есть, первая стоит. Так, нажимаем вторую. Ребята, крупный чесночный пуфик. В прошлый раз на него мы поймали карпа здесь. Итак. Так, засекаем время. Так, 10 минут. Каждые 25 минут будем перезакидывать, если не будет поклевки, чтобы оприкармливать место потихонечку к вечеру. Большой рыбы. Даже можно сделать каждые 20, да? Нет, 25 давай. Наживка у нас хорошая. Так, все, второй снаряд погнал. О, видишь, на кукан, кстати, за место садка используют кукан. Да? Слушай, ты хорошо привязан. Она вот так вот застряет, видишь. Зато когда рыбу поймал, то когда привязываешь, пока развяжешь, пока это. А так, раз и все. Приветики. Какая ты красивая. Прошло у нас 7 минут, как мы закинули удочки. На пуфик уже была небольшая поклевочка, так чуть-чуть потелепала. Ну, на этом и все. Рыбалка уже мне нравится, нет вот этих поклевок, мелочи постоянных. Нормально. Так что я думаю, сегодня будет рыба большая. Может мало, но большая. Ловим дальше. Сегодня уже хороший день, если мы посмотрим. Сидит куча рыбаков, и с той стороны, можно сказать, уже практически свободных мест нет, но мы все-таки сели на свое любимое место, и это, я считаю, уже везение. Так что, я думаю, рыба не заставит себя ждать, потому что все-таки мы сидим на своем любимом месте, проверенном, знаем, что здесь клюет, тем более мы здесь уже карпа поймали. И, ребята, вот на этом месте, где никого нет, мужичок поймал сегодня утром карпа на 3 килограмма, второго, они говорят, не смог поймать, ну, не вытянул. Еще на 1,5 поймали сегодня. Так что карп клюет. Но, правда, с утра. Мы пришли, как всегда, в обед. Будем ждать. Так, сколько у нас? Уже 10 минут прошло. Еще 15 минут и будем перезакидывать, если не будет поклевки. Ребята, что-то эта удочка на сало с пенопластом немного дергает. Очень интересно, но очень слабый. Но было уже таких 2 рывка. Таких небольших, но резких. Наверное, мелочь какая-то пытается. Ну, ждем. Так, ребята, прошло примерно 20 минут.
Наверное, надо перезакинуть. Первый раз делаем 20, вторые разы будем, наверное, каждые 30 минут закидывать. Как раз проверим лепесток, как работает. Отлично, кормушка сверху идет. Класс, работает четко. Да, что-то мелкое клювало. Потому что крючок он зацеплен. Обычно это происходит при поклевке. Теперь на сало, первая поклевка. Что-то или очень маленькое, или вообще ничего не. Первый. Да, первый карасик клюнул на сало с пенопластом. Интересно. Ребята, если поклевки будут повторяться, будем и вторую удочку перенаживлять на сало с пенопластом. Но не будем спешить. Поклевка была хорошая. Опять идут на сало поклевки, правда такие слабые, но уже вторая. Может сейчас возьмет. Вот вам и сало с пенопластом. Ну, мы надеемся, у нас пуфики большие, может на пуфике будет клевать реже, что-нибудь покрупнее. Потому что первый карасик был относительно мелкий. Ну, с ладошку, маленький, короче. Ничего, будем по нарастающей ловить. На этих подставках, конечно, хорошо, но болит шея смотреть вверх. Наверное, будем делать колышки опять. Будем переходить на колышки. Сережа, глянь, какая поклевка. Она слабая, да? Хорошо там дернула. Аж нагнула, да. Опять сало, пенопласт, не, что-то есть. Но опять не крупное. А так клюнул, как будто не знаю. Работает у нас сало с пенопластом. Карасик, правда, небольшой, но приятно. Поклевки хорошие. Ну что, пока 2-0 в пользу сала. Не думал, что сало с пенопластом будет намного эффективнее пуфика. Ребята, это опять по количеству, не по качеству. На сало караси клюют. А мы ждем карпа, да? Да, в тот раз у меня клюнул на пуфик чесночный. Из-за этого я не буду отступать. Буду продолжать рыбачить на пуфик чесночный. Крупный. Начинает работать сало, легкие поклевки пошли. Ждем теперь хорошую поклевку. А не думал, что сало с пенопластом так будет работать. Пуфик далеко сзади, но если на пуфик клюнет карп, ну это будет круто. Тем не менее, пока на пуфик вообще нет поклевок. Вначале вроде один раз там что-то типнуло в самом начале и все. А вот на сало с пенопластом постоянно есть какое-то движение. По крайней мере, уже 2 карасиков поймали, правда не крупных, но все равно приятно. То есть без дела не сидим. Здесь голуби, наверное, надо голубей чуть-чуть покормить, да? Им тоже сейчас тяжело. Поклевка. Нате, ребята. Ой, клюет как хорошо. Может уже подцепился, даже сидит там, тянет. Опять сработало сало, но если есть что-то не крупное. С помощью таких поклевок мелкого карася мы закормим хорошо место. Самое удивительное, что на пуфик, вот уже сколько, уже мы больше часа на рыбалке, вообще нет поклевок мертвого. Я вот задумаюсь, может все-таки поставить на пенопласт сало, даже карась не хочет брать. Еще немножко и поставлю эту удочку, по крайней мере, на пенопласт и сало, хотя проверю, это место не работает или наживка не работает. Может просто там такое место, что нету, там рыбы не ходят. Хотя каша вкусная, тут клюет и закидываем ее практически рядом, буквально там 3-4 метра снасть от снасти, я думаю, не больше, ну там до 5 грубо. Сейчас еще немножко постоит, и я, наверное, перенаживлю тоже на пенопласт сала. Потому что, как мы видим,
на пенопласт с салом поклевки идут и идут довольно, ну, раз в 10-15 минут есть поклевка точно. Ну еще немножко подождем сейчас на пуфик, пусть еще постоит. Возможно, половим немножко на сало с пенопластом и ближе к вечеру опять пуфик подцепим. Хотя с другой стороны, если не берет на пуфик, может подойти крупная рыба и клюнуть именно крупная рыба. Может даже не стоит, но мы еще подумаем. Все-таки, наверное, мы поставим и на вторую удочку пенопласт сала, для того, чтобы хотя бы закормить место. Если будет такая интенсивность поклевок, я думаю, в течение 2-3 часов мы хорошо прикормим место. И потом уже, может, попробуем опять на пуфик. Потому что, прежде всего, первые часы должны идти на закармливание места, чтобы как можно больше накидать на дно. Чтобы подманить рыбу, и рыба кружилась. Если она будет кружиться, соответственно, она должна и клювать. И заодно проверим место. Потому что на эту удочку клюет, а на эту нет. Такой кусочек сальца, такой раз. А сюда попробуем поменьше немножко. Так, вот, оп. Каши у нас пока хватает. Мы специально делали побольше, целое ведро, для того, чтобы получше закормить место, кидать почаще. И кормушки у нас такие, вернее, я не знаю, да, кормушка, это не пружина все-таки, это кормушка. Работает хорошо, всегда достаем без корма. Хотя корм достаточно такой именно, смотрите. Все как надо, в принципе. Пока все по канонам рыбалки. Посмотрим, что у нас получится. Все-таки нас такой карасик не устраивает, давай скажем честно. Ну, ладошечный. Хотя как бы жареный он приятный и вкусный, но для вываживания и для самой рыбалки интерес особо не составляет. Корабль подошел, всех рыбаков распугал. Первый раз такое. Зацепит, не зацепит. Не знаю, на удочку хватает, если что. Да, подходит к берегу, смотри. Главное не у нас, да. Представляете, за все время, что мы тут летом рыбачим, первый раз швартуется кораблик. Название у него красивое, «Мир». Я знаю, яхта у нас есть в Запорожском яхт-клубе «Мир». Классное название, красная такая. Если вы нас смотрите, вам привет, капитан Виктор. Украинский корабельчик. Вперед пойдет, а не задом будет. Кстати, вот разговаривают парни, и мы слушали их разговор, что сегодня за утро поймали 5 карапив. Так что у нас есть шанс все-таки поймать своего карпика. Хоть и небольшого, не знаю какого, но мы будем надеяться. Хотя это было все с утра происходило, утром рано клювало. Но, кстати, утром рано тебя здесь могут и оштрафовать. Сало пенопласт, ребята, ну... Смотрите, что мы имеем. Ай. Кошмар. Все-таки пуфик целесообразнее. Бывает и такое. Давай нам коробчука приведи. Еще крючки поставил их побольше сегодня, чем после прошлой рыбалки. Специально, чтобы как можно меньше мелкая рыба клювала. Но мы видим, мало что влияет, все равно клюет и мелко. Походу на эту удочку тоже постоянно клюет, наверное, тоже такая самая, мне кажется, клюет. Возможно, карасик испугался катеров, что прошел. Мелкая в это время не теряет возможности покушать и подходит и кушает. Так, ну мы даже ничего перенживлять не будем, у нас тут полное, все хорошо, вот так. Закормить вот хороший, часто закидываем. Ух ты! О, ребята. А это, возможно, что-то покрупнее. Так, клюнуло классно. Да, и идет хорошо, ребят. Возможно, такой карасик больше ладошки. А может, просто за 2 крючка забагрили. О, по нарастающей. Карасюшек.
Ребята, не прошло ни 5 минут, даже меньше, минутки 3-2, и уже была хорошая поклевка на крайнюю удочку, которую мы только закинули, можно сказать. То есть сало, пенопласт работает, и плюс чистота забросов, закармливается место, и уже рыба подошла и клюет постоянно. Но уже надоело ловить ладошечного карася. Кто смотрит наши видео, уже заметил, что, наверное, нам просто надоел. Но пока другой рыбалки мы себе не можем позволить. Другие места есть, я узнаю, куда можно съездить, но там опять хорошая поклевка. Но там ничего хорошего не клюет, тоже очень маленький карась, даже мельче, чем здесь. А здесь хоть есть шанс на карпа. Оп-оп-оп. Клюет, можно было вытянуть, может уже сидит что-то. Конечно, хочется надеяться, что это карп ест кашу и просто крючок телепает, и пока еще не заглотил, из-за этого происходит такие поклевки. Но, конечно, на самом деле это, наверное, бред. Ух ты! Да, рыбка есть. Опять мелкий. Ну, с ладошечку. Давай, пацан. Боже мой. Зашел. Сошел? А это не катер зацепил? Это что, был карп? Ну я была готова уже с подсаком бежать. Здоровый был. Такую возможность. Как он? Ничего, сейчас еще второй придет. Ты что, такие поклевки? А я за катером наблюдаю, сижу. Из-за того, что... Я уже думала подсак собирать. Ой, сильная поклевка, да, хорошо тянул. Я не знаю как. Руки дрожат. Не обидно, вдруг больше не клюнет, так ждал его. Ты что, клюнет? Ну хороший был, ну такие рывки делал. Я уже поверил, что сейчас пацан... Да я уже собрала подсак, у меня уже все готово. Мне кажется, это, если честно, не секанул. Ну, надо было подсечь его сильнее. Не знаю. Может, из-за того, что еще поводки короткие, может, не знаю. Может, он не сильно за губу зацепил и сорвался просто. Ну, он, рывка 2, я думал, Наоборот, хороший знак, я не понимаю, что ты да расстраиваешься. как же уже расстраиваюсь, потому что больше не клюнул. Клюнет. Только началось, еще только вечером еще будет. Тогда тоже клюнул в обед, и все, и до вечера прощай. Опять, ребята, хорошая поклевка. Переклеснул. Вот такие сегодня карасики клюют у нас. Такие.
поклевка. Ты мне всегда говоришь, что я губы рыбам поотрываю, а ты щеки он поотрывает. Вот это взял с жадностью. Мистер Карась. Мистер. Ребята, напишите, как вы думаете, будет сегодня карп или нет? Я думаю, что будет, а ты? Вот, Сережа надеется, а вы как думаете, будет или не будет? Ждем. Опять, да? Опять 25. Опять карасик мелкий. Ну, клевало, да? А, хорошо. Уже поклевка. Ну опять карасик. Ну клюнуло так, что мама не горит. Ребят, опять клюет на той удочке. Только что-то слабо. Видать, какая-то мелочь. Я не знал, что сало такое популярное. А сегодня опять такая рыбалка веселая. Ну сейчас это в ладошку клюет, поймать. 55. Да, на 3 одного на 1,5 вроде. Одного именно вот на вашем месте поймали. На 3 килограмма. Не, я уже подцепил такие толстые. Цифр много. Ну, а так жалко ж обрывать. Говорят, одного таскали. не Сереж, смогли. Сереж, клюет. Сильно клюет. Ну утром рано клюет. Ну ладно, я поймал уже. Да, есть, может даже такой. Крупнее, не, стандарт. Сегодня такой карась. Добрый день. Как успехи вас? Ой, Миш, только сейчас клюнул хороший, но не смог я дотянуть. Такой. Я не смог, сошел. Ну, сначала карась клювал, закиды давал. Сейчас вот тишина была, и была такая поклевка. Я протянул его, пару ударов и пум. Все. Жалко, я расстроен, не Ничего. У вас вид отдохнувшего человека. Как будто вы с моря приехали. Говорят, сегодня 5 штук поймали. Ничего. Да, я один сошел, тоже не вытянул. Да и вот тут парень мужчина сидит на 3 килограмма. На 1,5, на 3, не знаю, там просто. И кого-то тянули, я уже все приготовила. Ну, опять их стоял. Мир называется, маленький такой, катерочек. Ух ты! Подожди! Ребята, вы посмотрите! У нас первый раз такая ситуация. Малыш, ну такой милый. Глянь, он схватил крючок. Прицепился. Прикол. Да. Это хороший знак, Сереж. Он поэтому и карпа подгоняет, сидит, смотри. Приветики. Не, мы ее сейчас красиво достанем. Класс вообще. А, да, его это. Гля, он пытался сам себя освободить. Ну, прикольно. Привет. Ну, мы тебя выпустим, мы просто поснимаем. Поснимаю и отпусти. Сейчас я поснимаю. Какой ты красивый. Ну, не сердись, не сердись. Хорошенький. Какой хороший.
Не карп, так рак. Прикол. Прикол вообще. Такой важный, глянь, сидит, типа, что вы меня достали вообще? Ну, смотри, чтобы он не пострадал. Да не, что он прибил это? Нормально все с ним. Может, ему кусочек сала дать? И отпустить. Мистера. Так, ну что? Смотрите, кто нас клюнул. Класс. А у нас первый раз такой. Ну что? Не, на сало. Иди зови друга коропа побольше. Передай привет. Как на сало не клюнет. Друга коропа пусть зовет, скажи ему. Скажи ему. Да, давай, коробчука нам побольше. На 20 килограмм нам коропа Не позови. надо такого еще не вытянуть. Все, пока, дружок. Хорошие поклевки сейчас происходят, да? Что это, две, что ли? Верховодочки. Вот они, я же говорю, похоже, поклевки такие, как будто, ну, карась так не клюет. Живцы сейчас клюют. Да, живцы. Идеального размера, смотри. И смотрите, какой крючок. А он все равно клюет вот такой вот. Блин, я специально поставил этот раз еще чуть-чуть побольше крючки, чтобы отделаться от такой рыбы. А никак. Выкинут. Рыбка, иди карпа зови. Смотри, какая. Чик-чик-чик. Таких я не встречал. Не, их не найдешь. Вот Мы он- увидели в интернете. Я ее давно искал, я помню, Юра говорит, ты что, не нужно кормушку такую купить? И уже она, ну, нигде нету, во все магазины, нигде. А потом, это называется Тверская, то есть там в России, где-то в Тверской области он такие ловит. У него разные, там 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120. Обыскал везде, на проме, просто как реклама. Ух ты! Народу сегодня кошмар. Что это такое, а? Ух ты! О, что-то крупное. Ну такое. Может больше ладошки. А может и нет. Да не, стандарт. Чуть крупнее, может, чуть стандарт. Стандартно. Который тебе надо. Да, свою поклевку я просрал. Отлично. Да, говорили, утром были уже. 3 килограммового вытащили. Ну да, я слышал тоже, что... Вот так что делали выводы. И не только здесь, там где-то вытянули, уже все знают. Короче, потягивай коропа. Сумку положил, думаю, что никто не видел, рекламу не видел. А уже мне там докладывают, что там поймал уже. Кто-то издали видел, и уже доложили, что вроде же возле меня никого не было. Да, я когда-то на зимнюю первый раз поехал на зимнюю рыбалку тоже. Смотрю, людей, наверное, человек 150. И все что-то это... Я сел отдельно, такой, опа, поймал, такой радый, есть рыба. Через минут 5 оглядываюсь, все вот эти 150 человек вокруг меня обурили уже. А мне знакомые показывают, ну ты дурачок, говорит. И
Нельзя вставить. Говорит, надо потихонечку достал и все, говорит, спрятал, чтобы и руками, говорит, не мотылять. Вот так, раз. А я ж на радостях не знал, я думал, такой, пацаны, клюет. И клев закончился сразу. Опять зацеп. Что я там зацепил такое? Да ракушки, наверное. Я ничего вообще не зацепил. О! Свою кормушку вытянулся. Вот это повезло. Есть! Есть! Второй раз у меня такое. Да ты шо, какой я везучий. Да ты шо. Фу. Вот это да. Вернул. 45 гривен вернул. Привет. Сейчас я прикол покажу. Достал? Да. О, я тебе говорила, что ты вытянешь ее. Поклевка у него, да, вытаскивает свою удочку через неделю. Ну, правда, без удочки. Ой, вытащил, супер. Да, прикинь, фу. Вот это Еще с удача. крючками, да. С крючками? Да. Вот это бонус. Сейчас еще одну вытянешь. Нет, а улетела далеко, нет. Нет, а далеко улетела. Да, прикинь, я рады вообще, да. Ты мне еще колу купил. Даже две. Как ты про меня думаешь, две колы? Забота. Карасиков кинешь, одного поймал. Тут сейчас клювало. Ну я закидывал. Ух ты. Да. Ну что, ну так тип-тип-тип и все. Я представляю твою радость, когда ты кормушку достал. Прямо трофей. Да, ты что? Не, ну это удача. Он уже второй раз такой тяпается. Ну, такие, на которые надо, да, тогда, помню, сидели, закинул все пружины, ну, именно те, что делал, и перешли ж на вот эти, думаю, такой расстроенный был. Когда раз вытянул, подцепил ее опять и наловил рыбы на нее. Поклевывает, но что-то слабо. Ты знаешь, я там прошла. Натянет, вытащим одного на 5 килограмм и все. И пойдем домой. Да, жарить пойдем. Да. Пошли. Вот, опять. Тип-тип-тип и все. Ну что это такое? Не хочет что-то, сало он уже. Надо ему, чтобы... Сегодня день такой, видите? Речка забирает снасти. Это называется дань. Это заплатить за рыбу, надо же. Я сегодня уже 2 штуки так оторвал. Ну, одну достал назад. Ну, одну достал назад, да. Да, девушка там рыбачила. Одна щелк. щелк. Подряд, наверное, 2, да? Смотрю, муж злой уже. Злой стоит уже. Думаю, ах ты же. Дай ему чуть-чуть покушать. Вот дурные. Сереж, давай коропа, рака уже был сегодня? Рак. Но сегодня наконец-то мы что-то новое поймали. Рака. Вы выпустили? Да, маленький такой. Он такой смешной, его за одну клешню подцепила, а он второй крючок типа... Хочет, ну, взял и хотел сам от себя отсоединить. То есть. Вот он так клюет, там ковыряется, наживку снимает. Да, потом... Вытягиваешь, и наживка нет. Рак поснимал. Не, ну он прикольный, маленький такой. Шли как раз мужики, мы поймали. А они говорят, а мы вчера большого поймали рака. Ну, рак это хорошо, это значит вода чище. Не, да, рак живет в чистой воде, да, ему надо. Он... Уже сразу. Там, как траванули, так они прям вылазили на берег. Сразу почувствовали отраву. И вот вытягиваешь ракушка живая, ну, не мертвая. Ракушка есть, и рыба есть, видишь, караси ходят. Короче, все, природа живая. Все отдыхают. Сегодня много кто, да? Смотри, сколько позакидывало снасти. Сегодня такой день снастей. Еще надо мононит покупать. Мононит закончился.
на поводке. Взять еще тоньше надо. Это 0,12, надо взять 0,10. Ну, чтобы наживка себя вела более естественно. Да это вообще прикол, ну я не могу этому. Это что? Такой клёвый. Это кто такой? Мистер Карась. Это, я не знаю, парень, ну как ты вообще клюнул? Как там, на убыль пошло дело? Скажи спасибо. Это мы отпустим. Этот сейчас побежит это, рассказывать, что здесь все нормально, здесь отпускают. Давай. Зови старший. Карпа надо, чтобы всю семью хватило накормить. Моя поклевка сегодня была уже. У меня сегодня был шанс. Клюет очень плохо. Ну как плохо, поклевывает, но нету таких сильных поклевок. Я смотрю у всех, смотрите сколько удочек. Тут покажи. И все сидят, ни у кого ничего. Да, но мы надеемся, обычно в 7 часов будет активность просыпается на часик. Я сейчас попробую еще меньше кусочки одеть, вообще маленькие. Кормушку достал свою. Вот это бонус, лайк. Нет, это да. Класс. Да, ребята, вот такая тверская кормушка, киевская. Потому что в Киеве ее уже делают. Один мужичок, как его зовут, не помнишь? Ой, Максим, по-моему. Максим. Большое ему спасибо. Ну это не точно, я могу ошибаться. Да, что он у нас есть и что он производит кормушки. Вот такие вот, очень эффективные, удобные. Кстати, ни разу ими не зацепился сегодня. Ну, фантастика. Цып-цып-цып-цыпа. Цыпа. О, самые предприимчивые остались. О, как надо, так и в жизни, видите? Кто успел, тот успел. Кто не успел, тот голодный. Все. Красивый цвет такой. Прикольная птица. Птицы мира. Сегодня птицы мира прилетели, катер мира приплыл. Голодни, голодни. Рыбалка — это отдых. Смотрите, как круто люди гуляют. Мы теперь не переживаем по поводу каши. У нас есть новый лайфхак. Расскажи. В морозилку можно положить. Да. Ну, накопим определенное количество каш, а потом Разморозим. последнюю рыбалку, как все разморозим, все смешаем. Раньше пытались все выкидать, и сейчас перестали переживать по этому поводу. Ну как, если чуть-чуть остается, мы на берегу оставляем, чтобы птички покушали. Потому что рыбу здесь и так кормят, вон, смотрите, сколько людей. А птицам сейчас тяжело. Так что... А если, конечно, остается Пол-ведра. нормально каши, то да, домой, в морозилку, в пакет в морозилку замораживаем. Складываем на особую полочку и ждем лучших рыбалок. Не, вдруг так захочется когда-то неожиданно. Вот так. И ты знаешь, что у тебя есть в морозилке каша, тебе не надо варить там или еще что-то делать, или покупать. Ты знаешь, что она у тебя есть. Хотя, если честно, у меня всегда есть в пачке, мы покупаем, запасаемся. Есть, вроде карасик. Стандартный. На сегодняшний день. Карасик. Карасюшек. Ну, когда нет рыбы, такой тоже радует, скажи. Да, но хочется чего-то большего. Ребят, все мельче и мельче карасик. На такие крючки такой. Ну, давай по традиции. Давай карпика приведи. А ты бы выпустил карпа 5-килограммового? Ну, смотри, при каких условиях. Да просто видос снять да выпустить. Я все-таки рыбу ловлю, чтобы ее есть. Как вы думаете, он выпустит рыбу или нет? Для голодной женщины принесешь домой. Бычок. Бычка еще сегодня не было у нас.
Среднячок. Давай мне бычушку. Понятно, те, что у нас поклевывало вот этот, а это просто взял. Какой? Вечерний карась. И наш личный голубь уже, смотри. Он молодой, как будто так и надо. Вообще уже не боится. Да, ему дам, чтобы прикормлю. А он ему насыпал, он уже не хочет. Карасюшек. Короче, здесь на выходных очень много народу. Лучше сюда не приходить в выходные дни. Вот так вот. Здесь только вечеринки. Необычный карась. Нет, тарануха. Хороший. Первая тарануха сегодня, глянь какая. Крупная. Да. Лайк. Таранушка нифига себе пойдет. Да. Хоть разнообразие. Сегодня у нас вообще разнообразие. Только коробцу осталось клюнуть. Ну, видать, клюнул, но мы просрали. Ну да. Ну что, очередной рыбацкий день подходит к концу. Мы-то еще порыбачим, но свою карповую поклевку мы упустили. Вернее, чуть-чуть протянули, но рыба сошла. На вечер что-то вообще плохо. Мы, конечно, еще надеемся, у нас еще есть где-то около часа. Будем надеяться до последнего, но сделаем такое заключение, что на вечер стало хуже клевать. Успокоился ветер и клев стал хуже. Вернее, проклевываю частенько, но поклевочки очень слабые, то есть даже подсекать нету смысла. То есть рыба берет вяло. И стал еще заметно мелкий карасик клевать. Ну, мы еще посидим, посмотрим, что Здрасте. будет. Ну все, ждем. Еще про наши новые кормушки скажем. Прикольные. Приду домой, ребята, еще закажу 10 штук, чтобы у меня было. У меня, чтобы, скажем так, больше свой пакет кормушек. У меня уже где-то вот такой пакет этих кормушек всяких. Но таких у меня нет, и мне не очень нравится. Сегодня 2 посеял, но мне повезло, что я одну достал. То есть домой приносим 4 штуки. Это уже хороший результат. Кстати, мы еще рыбачим, мало ли вдруг зацепимся, оторвем. Дай бог принести 4 штуки. Ну, посмотрим еще час, что будет. Сопротивляется. Хорошо. Ага. Идет. А маленький карась какой. Долгожданный. Ну покрупнее. Вот такой вот. Это уже по сравнению с теми, что были кабанчики. Больше, чем мой лайк, карась. Поклевка была очень хорошая. Это, кажется, мы ловить не умеем. О, ребят, супер. Аплодируем. Вот лепесток для чего? Чтобы Да, выходить ли? Ни одного сегодня зацепа не было, да. То я последний раз оторвал сколько пружин. Что покупали, 5 все штук. оторвали. Ну, так а лепесток что дает? А он Под типа пружину заходит и сглаживает. Ну, я сейчас смотрел, он сразу наверх идет. Не, он ничего, он просто ходит. Просто когда говорят, поднимаешь, это так, рыбаки. Смотрю, Зацепов у нас сегодня там. И сегодня, дай бог, у нас нету. нету вообще зацепов. Ну, мы сегодня решили вот сало, пенопласт попробовать. И удивлены, клювало. Ну, Серег, так реально самое пожалуйста, то же самое и у нас. Пружина весом каким? 50 грамм. Ну, фидер тот же. Кстати, Флагман- пружины флагман это какой? один человек производит. Кормушка. Сейчас покажу. Кормушка у нас чуть другая сегодня, мы их только купили. И заказали, один человек в Украине производит, в Киеве. Это Да. тверская кормушка вот такая вот, решили попробовать. Просто в интернете много на нее ловит, на скользяк. Популярная штука, Да, искали доставайте все. по классной цене. И стараются. Дай телефон.
А в Элексе зайдете, войдете Тверская кормушка, и он там один. Он один там первый. 45 гривен, ну, говорит, будет цену поднимать. Да. Ну, там есть Работает. 50, 60, 70, ну, сегодня нормально, да. И клюнул что-то крупное, ну, может, поводки короткие, значит, длиннее. Наверное, протянул чуть-чуть. Ну, это раз меленький. Ну что, ребята, вот такая вот рыбалка сегодня. Была у нас одна поклевка, одна возможность, но мы ее профукали, давайте честно. Ну, обычная рыбалка. Конечно, честно скажу, отдохнуть особо не получилось. Ни природа, людей много. Выходные дни Ой, лучше сюда не приходить. Да, кошмар. Но, тем не менее, рыбку половили. Поймали 19 карасиков. Конечно, результат так себе. Ну, кормушки тверские, кстати, работают неплохо. Производятся они в Киеве. Производит их один мужчина. Так что ищите, заказывайте, кому понравилось. Мы на Олексе заказали. Да, сейчас приедем еще, наверное, штук 10 закажем. Да. Чтобы уже были на будущее. Хотя они есть в продаже в розничной, но намного дороже. Выбирайте, что вам больше нравится. Где они в продаже? Ты Вроде? же говорил, где-то 85. Не, это и там купить невозможно. Это так, реклама просто от фонаря. Я пробовал. Я хотел сначала по 75 их купить, но их там нельзя купить. Это так просто. Так что вот такая вот рыбалка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр. Да. И ставьте колокольчик, чтобы быть в курсе выхода наших видео. Да. Возможно, все наладится, и мы будем ездить по везде. Но пока, ребята, получаем удовольствие вот от такой рыбалки. По крайней мере, здесь берет карп. Да. Сегодня много кто поймал, у кого крючки поразгинало. То есть, я думаю, Карпы ловятся большие. через недельку мы сюда опять приедем и попробуем поймать своего карпа. Такого большого, вот такого. Ну а сейчас мы... До новых встреч. Да, Всем до новых пока. встреч, всем пока. Оу-оу-оу. Это победа. Спасибо за помощь. Привет. Привет. Приветики. Какой хорошенький. Я хоть увидела его, как он... Миша, давайте взвешивать. Это маленький. Да пофигу. Мистер... Такие, сравнить, да, один Мистер Сазан. И карась. Супер-пупер карась. Класс. А карасей не надо. Какой ты хорошенький. Приветики. Сейчас будем взвешивать тебя. на сало взял. На сало. Маленький кусочек, это класс. А, какое украшение. Так неожиданно, представьте, да? Рыбалка тут стала покрасивее. А то диками. Сейчас. Да, ну сколько? Полкилограмма. Да, полкилограмм здесь. Но все равно приятно. Доставай. Так? 700. 725 грамм. Ну, видишь, даже... Ой, как он У нас прикольный. вот тогда окунь больше был, чем... На, этот держи. тоже. Ребята, погода ужасная, идет дождь. Так что оставайтесь с нами и посмотрим, что будет дальше. Сейчас продолжим. Огромный! Поздравляю! Такой крючок маленький. Я знал, что горячий был вода, знал. Будем прощаться с вами. Пока.